27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета погиб Юрий Гагарин, космонавт номер 1. Самолет разбился в 65 километрах от аэродрома Чкаловский. Учебно-тренировочный реактивный истребитель МиГ-15 УТИ с двойным управлением, в котором находился летчик-космонавт Юрий Гагарин и полковник ВВС Владимир Серегин, под большим углом и на большой скорости врезался в землю. По горячим следам была создана большая государственная комиссия, однако 29 томов расследования сразу засекретили. Спустя годы были рассекречены лишь выводы комиссии. Резкий маневр и сваливание в штопор, а по какой причине мнения разошлись. Также из выводов комиссии следует: в ходе расследования отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Сегодня у нас не случайный разговор по этому поводу с Владимиром Александровичем Поповым. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Александрович – заслуженный военный летчик России. Итак, я бы хотела, чтобы вы помогли нам сегодня разобраться с тем, что могло спровоцировать в 1968 году эту катастрофу и что произошло за минуту до нее. Вот, соответственно, первый самый вопрос. Метеоусловия. Вы наверняка знакомы с этим делом. Специалисты говорят, что по документам, когда Гагарин и Серегин только готовились к вылету, был дан ошибочный прогноз погоды. И якобы Гагарин и Серегин уже во время полета обнаружили в зоне учебного пилотажа сложную метеообстановку. Вот такое вообще возможно? Расскажите. Действительно, такое у нас встречается достаточно часто. И это не является камнем преткновения. Или, как говорится, не это спровоцировало, я думаю, что изначально вот такие условия, когда сначала аварийная ситуация, а потом она перерастает в катастрофическую. Да? Подождите, вы сказали, такое возможно. То есть это ошибается человек, который дает метеосводку, или погода в процессе меняется? Скорее всего, и то, и другое одновременно, потому что от профессионализма авиационных метеорологов, конечно, много зависит, но одно дело, он анализирует обстановку, а вот анализ он делает на основании карт, схем, тех расчетов, которые ему предлагают еще до этого. И представляете, вот в то время, конечно, прогнозировать условия метеорологические было намного сложнее, чем это делается сегодня. А что в них входит? Что в метеосводку входит? ветер, температура? Во-первых, у метеоролога и командира всегда карты называются барической топографией. Это несколько карт. В зависимости, что это представляет, какие слои воздуха, под каким давлением находятся, какие ветра, какое направление, какая сила там, какая влажность там, какая видимость там. Там очень много параметров, которые собираются и именно по слоям. А потом уже общий картиночку, общий слой воздушных масс в том объеме воздушного пространства, где мы летаем, уже анализируется. А нужно же учесть еще, что циклоны, антициклоны идут, да? Это же все движется, это стихия. Но вы сказали, что в принципе метеоусловия не могли в данном случае послужить конкретной авиакатастрофе с Юрием Гагариным. Я думаю, что да. Мы всегда готовы к тому, что, особенно с началом полетов, даем такую систему – доразведку погоды. А командир, надо говорить, что Владимир Сергеевич Серегин герой Советского Союза был, с войны еще. Это опытный летчик, не просто летчик, это командир полка авиационного, исследовательского, испытательного полка, который был именно на Чкаловском аэродроме, базируется, и до сих пор он есть для космонавтов. Он, как командир, взлетал и еще, наверное, дал дополнительно элемент доразведки погоды. Это обязанность. Я сам командиром был полка и знаю, что первый полет мой, любой, в каком бы качестве я ни шел, инструктор или самостоятельно, я всегда в эфир говорил, что доразведка, то-то, 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 такие-то условия благоприятные по тому плану работы, который мы сегодня осваиваем. И, как правило, и 3 градации у нас, и 3 плана полетов даже. Если вдруг у нас разноподготовленные летчики. У них тоже, наверное, был не один план полета, не одна плановая таблица,
а скорее всего 2, минимум как. Ну, Почему? типа, если что-то произойдет, Да. меняется план. Меняется плановая таблица, меняется подготовка, и мы даже время на это уделяем отдельно. Не менее получаса для перехода с одной плановой таблицы полетов на другую. То есть, если погода меняется. Почему? Потому что надо и летчиков подготовить, надо и на земле потренироваться, и что-то поменять. Заправку поменять на самолете, например. Те же баки снять, подвешать, допустим, да, систему включить какую-то дополнительно. Это очень, в общем-то, трудоемкие процессы, технологически загруженные они. А скажите, вот реактивный истребитель МиГ-15УТ, это же такая серьезная машина. В то время, да, была. Почему? Потому что я еще могу только, знаете, что уточнить. Мне кажется, проще и правильнее сказать УТИ МиГ-15. Понимаете? Так говорят летчики? Да, вот у летчиков это принято так. И этот самолет, это один из первых реактивных самолетов вообще. Вот сам МиГ-15 был. Тот массовый, который был у нас, который на вооружении был, кстати, нескольких стран Варшавского договора. Да. То есть он был доработанный, без всяких косяков? Да, это был достаточно хороший самолет, но, вы знаете, все равно любой военный самолет, какой бы он недоработанный был, он несет элемент все равно какой-то сложности. Сложности в эксплуатации, в полетах. И мы подходим к самолетам, знаете как вот к живому человеку, во-первых, а у каждого есть свой характер у человека. Один, например, почему-то всегда на какой-то скорости крениться начинает влево. Другой, например, начинает рыскать по курсу чуть-чуть. И мы это знаем, мы летаем на них, на всех. И как раз, когда вот инструктор, самое главное, говорит: Володя, допустим, ты вот то-то, то-то, учти, у него рыскание начнется на такой-то скорости. Значит, придержи педали. Да, и не беспокойся, это пройдет, все. Но мы-то предполагаем, что на этом конкретном самолете все-таки Серёгин летал самолет, не раз, наверное. Я думаю, что знал очень хорошо, потому что это бортовой номер 18 его был, потому что их не очень много спарок, как мы говорим, спаренное управление, двойное управление, так, у МиГ-15 в полку было. И их знали хорошо, потому что каждый через это проходил. И космонавт, и летчик, которые служили там. Вот. Тем более Гагарин, тем более. После длительного перерыва он несколько полетов до этого уже делал на этой спарке. По мнению госкомиссии, экипаж по какой-то причине совершил резкий маневр, сейчас вы мне объясните, что это такое, и вышел из нижнего слоя облаков, пикируя почти вертикально. И тут вопрос, почему такое могло произойти? Вот как летчик, скажите мне, военный, какие причины обычно заставляют пилота совершать подобный маневр? Когда в облаках мы летаем, то есть мы не видим естественного горизонта. А вот глаза наши и наш мозг работает таким образом хорошо, когда мы в пространстве ориентируемся с помощью не только приборов, а плюс еще вот естественного возможности обнаружить что-то и видеть это все. Поэтому, когда они в облаках были, они потеряли вот эту вот пространственную ориентировку только из-за того, что работали по приборам. Это проблемный вопрос был. У нас, если летчики на всех самолетах и сегодняшнего дня еще есть понятие такое прямого отображения и обратного. Но летчики, которые летают, они же знают, что такое есть. Но восприятие, вы понимаете, пространства через прямое вот изображение, когда горизонт у тебя начинает двигаться, а птичка самолета стоит неподвижно. А горизонт, линия горизонта меняется. Зрительно для тебя. Зрительно. То есть они могли потерять эту линию горизонта. Они ее не потеряли сначала, но очень трудно осознать все-таки. Когда маневры резкие, вот вы спрашиваете, делают, отвернуть можно было по разным причинам. Почему резкий маневр? Влево с креном, там, вправо с креном, да, или там с креном и со снижением, или наоборот с набором высоты. Вот эти вот динамика движения отражается непосредственно на авиагоризонте, и, может быть, в какое-то время ты отвлекаешься на что-то, внимание обратить, и на другой прибор, например, и восстанавливая опять на авиагоризонт, то есть у нас называется это распределение и перераспределение внимания приборного полета и закабинного пространства.
Ну, конечно, в облаках мы закабинное пространство не особо, так сказать, должны Доверять. и смотреть его, да, смотреть в ту сторону. Но все равно периодически мы это делаем. Тем более погода была такая, я уточню, что многослойная. Мы могли между слоями работать и видеть этот горизонт условный. То есть правильно ли я понимаю, что летчики Гагарин с Серегиным пытались в этот момент вывести машину в горизонтальное положение? Конечно. То есть горизонтальный вот почему полет. они начали этот маневр резкий со снижением, спиралеобразный вниз? Нет, разворотом и спирали. А потом уже, это когда мы выводим по приборам, не видим пространственно вот в облаках, это же туман практически, так, то, конечно, нужно убрать крен в начале и потом вывести его из пикирования. Смотрите, у меня вопрос. Серегин был действительно очень опытным пилотом. Здесь даже не возникает вопросов. Юрий Гагарин все-таки был не пилотом, да, он был космонавтом. Да нет, изначально он летчиком был, и хорошим тоже летчиком, он летал на истребителях тоже. Просто был перерыв какой-то. Вот, я про это хочу спросить. Навыки, конечно, теряются, но не настолько, как вы думаете. Вот если вы научились на велосипеде ездить, кататься, то вы и сейчас сядете, но если я вас чуть-чуть придержу, а потом поедете, и у вас эти навыки автоматически восстанавливаются. Самолет — это не велосипед военный, это реактивный. не велосипед, но это близкие навыки, которые быстро восстанавливаются в полете. А он делал не один полет перед этим, а, наверное, около 5-6 полетов уже летал на этом самолете именно. Эти навыки восстанавливаются. Он же должен был лететь на МиГ-17 самостоятельно в этот день. Но руководство приняло решение накануне, что надо еще его свозить, проверить в конкретных вот условиях. У нас так и делается для молодых летчиков. Вот сегодня я полетал, а на завтра вроде надо самостоятельно уже лететь. Все, мне добро дали. Но все равно перед полетом на завтра меня командир сядет с инструктором еще раз. Просто провести, чтобы я, как говорят, нюх, почувствовал небо. А еще кто раз. принял это решение? Руководство выше, это главком ВВС принял Смотрите, решение. вот и это командующий дало там. почву конспирологам рассуждать, что, это было неспроста. Если бы он полетел один на 17-м, ничего бы не случилось. Это методика подготовки летчиков. То есть это стандарт. Практически стандарт. Мы к этому стремимся. Да, можно сделать, если были простые условия идеальные, как мы говорим, 1 000 000 на 1 000 000, горизонт видно и солнышко светит. Это одно дело. А когда была действительно проблемная погодка, и все это знали, а весна — это всегда проблемная погода, резко меняется все. И фронты идут и так далее, там и холодный фронт меняется теплым и так далее. Вот в чем дело. И ветра меняются, потому что прогрев местности даже по-другому, испарения разные. И вот командование приняло решение, что накануне самостоятельного полета, в этот уже день конкретный, 27 числа, сделать сначала маленький полетик, еще один контрольный, а потом он сядет на свой самолет и пойдет самостоятельно уже. Двойное управление. Оба летчика в равном объеме могут переключить на себя управление. Жесткое управление стоит. Это в современных самолетах может что-то там отключаться, включаться, а здесь жесткая тяга. Понимаете? То есть означает, могу ли я перехватить управление на себя? Можете, даже пересилить можете. Иногда так и бывает. Летчик-инструктор, бывает, берет управление и выбивает у тебя из рук его даже. А можно было понять, кто совершил ошибку тогда в полете? Дело в том, что нет. Тут мы, как правило, и разговариваем между собой. Есть переговорное устройство, то есть радиостанция, которой мы на внешнюю часть, вот на руководителя полетов выходим, или руководителя ближней зоны посадки там, то есть диспетчеров, как в гражданской авиации говорят. А другое дело, мы между собой, самолетное переговорное устройство, СПУ называется. И мы, нажимая кнопочку, мы разговариваем, как мы с вами сейчас сидим. Тем не менее, я читала, что Юрия Гагарина берегли. И вот что и хотели сделать, что слетать еще раз вместе с инструктором, это дать возможность потренироваться Гагарину самому, так, проверяемую летчику, и дать возможность ему почувствовать действительно вот влетанность эту, веру в себя, веру в то небо, которое тебя держит при себе. Вот это вот надо было понять. И на это рассчитывалось всегда, потому что морально-психологическая подготовка – это уровень не меньше, чем подготовка вот к физическим каким-то упражнениям. Могло же быть, что у Серегина или у Гагарина было плохое настроение, что-то случилось, что-то расстроило? Настроение у Серегина было не очень хорошее. Перед этим командир
начальник, старший начальник, начальник центра подготовки космонавтов, там какие-то нотации ему прочитал. У командира полка, у командира вообще начальника, так как всегда, очень много обязанностей, даже не свойственных летной работе. А тут еще и полеты, да ты еще и сам летать должен, да еще и инструкторить. Серегина отчитали на нотации. У него было плохое настроение. Как вы считаете, как Вы опытный знаете, человек, что... может настроение повлиять на качество полета? Да. Ну, не должно оно особо влиять. Конечно, это какое-то подавление есть, может быть, настроение. Это психика, это психология тоже. Оно сказывается, но не до такой степени, чтобы я потерял контроль, или внимание. Да нет, он был эмоциональный изначально по характеру. То есть это холеричный характер есть по психологии, понятие такое, да? И даже это хорошо для истребителя, например. Флегматичный летчик, как правило, идет куда? В транспортную авиацию, в дальнюю авиацию, где длительно, все спокойно, размеренно, где большой экипаж. И когда человек летает, как бы плохо вот я не чувствовал себя, допустим, психологически, там, да, где-то отругали меня, когда я сажусь в кабину, у меня это автоматически как-то уходит, я вот сам скажу. Вначале начинаешь, что да, а потом ты забываешь, что было на земле. Полет. Во-первых, он эмоциональный полет. Тебя грузит другое. Ты видишь это небо. У тебя вдох даже другой. Вы понимаете, в чем дело? Ты работаешь по-другому. И собранность есть, и отдача, и получение удовольствия. Полет у нас два в одном. Мы и работаем, и получаем удовольствие одновременно. Вот самый главный вопрос. Падение самолета произошло, как установили эксперты, ровно через 60 секунд после доклада Юрия Гагарина «понял, выполняю». Ну, то есть это он с выполнил земли. задачу какую-то, Да, это были доложил. последние слова, зафиксированные в радиопереговорах с аэродромом. Далее уже специалисты по срезу вершин деревьев, направлению оси разброса обломков МиГа и показаниям некоторых стрелочных приборов в самолете, да, после авиакрушения установили, что истребитель врезался с углом пикирования 50 градусов и на скорости 700 км в час, небольшим правым креном. Что вот эта формулировка означает? Вначале они, конечно, маневрировали вот этот разворот или спираль какую-то там. Может быть, это была штопорная бочка, что-то такое сделали. Вот я говорю, что потеряли, если частично, потеря была временная, кратковременная, пространственной ориентировки сначала. Потом они это исправляли. И вот получилось, что при выходе из облаков, так, они выскочили с пикированием. Угол пикирования в пределах 40-50 градусов. И близко Земля. А Земля, высота, да, 600 метров, 500 метров было. Это очень близко уже. Потому что, вот знаете, и скорость, видите, там до 700, 650, 700. Нужно учесть, что масса самолета была определенная. Все-таки он 3 тонны, пусть, или там 2,5 был веса. И вот смотрите, на такой скорости он выравнивает его, выводит. Но он выводит, переводит его на угол атаки. По приборам они видят, что авиагоризонт уже стал на горизонте, а затем показывает, что набор высоты пошел. Почему они спокойно и тянули его в полсилы, так сказать, ну, чтобы не сорвать с крыла поток, во-первых, чтобы не перегрузку предельную не создать, разрушающую самолет. То есть мы же знаем, какая она. Где-то в пределах 4-5 единиц, может, до 7 дотянул. И дальше они уже понимали, что они выходят из пикирования. Но в этом случае еще просадка осуществляется. Вот смотрите, самолет визуально уже угол атаки имеет над горизонтом положительный, а на самом деле по инерции он еще снижается. Вот эта просадка их подвела. Не только их. В авиации многие это знают, что при выводе на малой высоте с большими углами атаки просадка получается очень большой. До 150-300 метров может быть. В зависимости от скорости. Скорость большая. И ты не успеваешь ничего сделать? А ты не успеваешь. Ты это не замечаешь. А ты оценить это не можешь? Не можешь оценить. Я вижу приборы, я вижу горизонт неба передо мной. Значит, я вверху, а то, что я же боковым зрением половины не вижу уже. Держат это все и думают, что сейчас они уйдут, они уже уходят от земли, казалось. А просадка идет вертикальная практически.
А тут еще деревья высокие. Я в этом районе бывал. Я много там летал сам, прыгал тоже. Приезжал просто отдать дань уважения этому месту, так сказать. Ну, посмотреть, почувствовать этот вот трепет. Я, кстати, не был знаком только с первым отрядом космонавтов, вот, с Юрием Алексеевичем Гагариным лично. А со всеми остальными из отряда первого я был знаком. Я как с вами разговаривал. И они меня знали хорошо. И я горжусь этим, что мне довелось с ними общаться. До сих пор продолжаю. Единственный остался живым человеком, это из первого отряда космонавтов, это Борис Валентинович. Вот он, да, Волынов. Мы с ним говорили, и вот он тоже много рассуждал по поводу этих событий, случившихся с Гагарином, конечно. Поэтому вот тут, в этом случае, мы ждем, что действительно сейчас уйдем. Но там деревья метров по 30 высотой. Но он же, вот вы показываете вот так, а он врезался носом в землю. Нет. Нет? Нет. Если бы он врезался в нос, мы бы с вами не нашли ни одной детали, они бы были глубоко в земле все. Он, вот именно касание идет. Зацепляем верхушки деревьев, начинают рубить. А когда начинаем, как говорится, рубить хвостовой частью деревья и фюзеляжем зацепляемся, то там же ветки были срублены под углом. Почему и посчитали примерно 50 градусов. 45-50 градусов. Вот в чем дело. Это затягивает, торможение резкое. Все. Уже не хватает тяги, чтобы вытащить самолет из этого положения. И плашмя ударяется, как правило. Почему разлет осколков идет вперед и начинает разброс. Два вопроса у меня к вам. Шансов выжить вообще не было на такой скорости и с таким падением при такой просадке? И второй вопрос. Был ли хоть малейший шанс катапультироваться? Ведь у военных самолетов есть катапульта. Безусловно, есть всегда шанс на это, но надо принять решение. Вот у них не было возможности принять решение на катапультирование. Почему? Они были уверены, я думаю, на 100%, что они уже выводят, и самолет должен выйти. Я же рассказываю вот это. Они уже горизонт перешел из пикирования на набор высоты. То есть они даже не поняли, почему и по они приборам погибли. работали, они уже набирали высоту. Я расследованием занимался одного из происшествий авиационных, когда также на пикировании, только хорошая погода была, летчик в последний момент начал выводить. И он знал, что уже вывел его, потому что с большим углом атаки шел как бы наверх, но просадка эта его подвела. Касание буквально чуть-чуть хвостовой частью о грунт, и все, начинает разрушение, и в момент самолет весь вот на глазах разрушается, разлетается и продолжает падать туда. То есть выжить нет шансов. У летчика в это время даже нет испуга. Мы не успеваем испугаться. Я уверен, что ни Гагарин, ни Серегин даже не испугались. Так это еще подтверждают, когда пробы брали останков и кровь анализировали, то вот этого гормона, страха, адреналина не было. Он был в пределах нормы. То есть они даже могли не понять, что они сейчас Когда они погибли, они даже не чувствовали этого, скорее всего. Слушайте, в этом случае летчик погибает. Это вот в фильмах каких-то пишут там, вот он кричит, что прощается со всеми, там ужасы эти у него в глазах. Да не успеваем, мы работаем, мы в контуре управления находимся, понимаете? И это значит что? Я работаю, я занят делом, я уверен на 100%, что я уйду. Они были в здравом уме, как говорится, в светлой памяти, и понимали, что они делают. Они в контуре управления были. Почему все-таки далекие от расследования авиации, в кавычках, специалисты выдвигают вот такие экзотические версии? И это действительно версии, ну, как бы до сих пор, почему считается, да, смерть Гагарина загадкой? Потому что до сих пор есть версии, что заложили в самолет взрывное устройство, злонамеренно повредили технику при подготовке к полету. Да нет, это очень большие глупости. Почему? Потому что только такие люди, которые не жили в авиации, не знают авиацию изнутри, могут подумать об этом. Но очень строгие подходы к обеспечению техники, подготовке техники. Ведь вы что хотите? Техник, что враг летчику или враг себе будет? Вы смотрите, даже с точки зрения здравого смысла.
Шпион какой-нибудь. Шпион, ну такой ценой заниматься этим, его же тут же пригвоздят к стенке. Вы знаете, это же след, это же вот почему и занималась прокуратура, следователи и специальная комиссия, которая занимается не только правовыми вопросами, Ну, конечно, да. а всеми остальными техническими, технологическими. И вот так много не сращивается, не складывается в общую вот эту картину и так просто, потому что много нюансов. Но была еще версия, что это инсценировка, да, она очень популярна в народе. Эта версия всегда популярна в народе, кого бы она ни касалась, Гагарина или какого-то другого любимца, да, народа. Что... Ну, так хотелось бы, наверное. Да, что останки же были кремированы сразу, собраны и кремированы, насколько я понимаю. То есть тела в гробу, как, в общем, это принято, не хоронили. В общем, этих останков никто не видел, кроме госкомиссии, следователей и военных, да, которые разбирались. Я бы сейчас всем сказал сразу, что не дай бог видеть то, что от нас остается, от летчиков. Мне приходилось заниматься, говорю, расследованием авиационных происшествий. Так? И это, если после такого удара, ну что там мы собираем? Это окровавленную часть комбеза, это часть каких-то костей, часть деталей вот, руки там, черепа, кусочки там. Ну, знаете, это все разбросано, ну, как после мясорубки какой-то. Все это с землей, с деталями от машины, от самолета, да. Все это с керосином, обгоревшее, обломанное. Там идентифицировать-то очень тяжело все остается. Смотрите, собирать. Почему кремируют? Да, Потому я что понимаю. отделить одного даже от другого, Невозможно. ну, это крайне тяжело. Слушайте, но была ведь интересная версия у Леонова, у Алексея. Он утверждал, что в небе был еще один истребитель. И такая версия всерьез прорабатывалась с госкомиссией, следователями, да, прокуратурой, военными. Некий Су-15, сушка, вылетела с Раменского аэродрома и прошла в облаках достаточно близко от самолета Серегина и Гагарина, что могло вогнать, собственно говоря, этот самолет гагариновский в гибельную спираль. Вот что вы думаете про версию Леонова? Я знаком, во-первых, очень хорошо был всегда. Мы дружили с Алексеем Архиповичем Леоновым. И как командиры, начальники, да, встречались. Я знаю его эту теорию не на словах, а вот так же в полемике разговаривали. Но я всегда уходил от прямого, значит, столкновения с ним. Почему? Просто из уважения, из дани уважения к этому великому человеку. Для меня это великий человек, Алексей Архипович. А он боролся за своего друга, за своего брата по космосу. По-другому он не мог поступить просто. И действительно, сказать, что Гагарин мог с Серегиным ошибиться, ну, это очень маленькая вероятность. Но надо признать, что стечение обстоятельств всех, как вот говорите, от метеоусловий, первый кирпичик в этой пирамидке, от работы техники, от подготовки летчиков, от их состояния и так далее. Сложилась вот эта пирамидка, которая потом перевернулась конусом вниз и вонзилась в эту землю. Уже реально. Так вот, был самолет? Самолет был. У меня есть в журнале «Авиапанорама» большая статья, где расписано все по секундам, когда взлетал какой самолет с Раменского, какой самолет летел за Гагариным с Чкаловского аэродрома, где они могли быть вместе, в каких точках, или рядом хотя бы вот так с ошибкой. И по времени это все дистанцируется таким образом, что не совпадает. Они одновременно в эту точку встречи условную, где могли бы попасть в спутную струю от Су-15, тогда испытания проводились с испытателями. Кстати, 2 летчика летали в этот день на Су-15, и они летали в разное время, и чуть-чуть, значит, вот раньше взлетали, но садились тоже раньше, чем Гагарин, и потом через 2-3 часа после катастрофы
летал летчик, оба герои Советского Союза, летчики-испытатели, опытные. Так, и оба летали на больших высотах. То есть даже не гипотетически, поскольку был разбор времени, не могло случиться. Хорошо. Хотя я уважительно отношусь вот к теории Алексея Архиповича Леонова. Но... Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот за все эти годы супруга Юрия Гагарина, Валентина, собственно, пока была жива... Я тоже, кстати, встречался с ней, встречался с ее детьми. Вот, но никогда не задавал им вопрос, как они знают, чего знают о авиакатастрофе. Дело в том, что, как правило, вы знаете, члены семьи знают меньше, чем все остальные. Она и ее дочери уже взрослые, не дали с момента авиакатастрофы ни одного интервью ни одному журналисту. Означает ли это, что просто, хотели сберечь память о любимом человеке, или все-таки возможно, что была подписка о неразглашении? Это действительно то, что им действительно нечего сказать. Они не были задействованы в расследовании. Они не были готовы объяснять и профессионально знать. Вот дочери, будучи девочками по 5-6 лет, и знать, что делает их папа. Да, он космонавт, он летает. Папа для них герой, любимый человек. Так же, как и для Валентины Гагариной. И что-то профессионально она знать и не могла, и не хотела даже. И нельзя было. Он не все говорил ей. Понимаете, в чем дело? И вот это правильная позиция их. И чтобы случайные слова, сказанные журналистам, на пленку записанные и так далее, потом их не спекулировали ими. И их не заставляли потом оправдываться. Вы склоняетесь к какой версии сам, Владимир Александрович? Вот ту, которую вы объяснили, что просадка, и они не поняли этого. Стечение обстоятельств. Вот, кстати, всегда нештатная ситуация какая-то с мелочи начинается. Так? Потом, как снежный ком. Вторая появляется, третья. Это секунды. Но они меняют столько моментов. Давайте расскажу один случай, когда я на большой скорости 1200 км в час на самолете на предельно малых высотах увидел на фонаре, это стекло передо мной, на фонаре точечку увидел. И думаю, ой, грязь появилась, наверное. И в это время только посмотреть, какая же у меня скорость и высота еще уточнить, потому что предельно малая высота была. Где-то, 50 метров над поверхностью Земли, будем говорить, да. Это очень мало. Это на таких скоростях очень трудно пилотировать вообще. И, буквально секунды посмотрел на скорость, высоту, и опять на эту точку. На эта точка уже была чайка, оказалось. Я ее видел, как вас сейчас. И мне показалось, что у нее глаза были больше, чем у меня сейчас. И размах такой был этих крыльев, что это было, наверное, два орла вместе взятых. Успела увернуться от вас? Нет, она попала мне как раз в двигатель, и двигатель встал. Вот все это понимаете? Вот я вам секунды времени, которые там я мог, эта секунда мне стала временем, наверное, в полчаса. Я ее разглядеть успевал. Вы понимаете, дефицит времени, принятие решения. Я знал, что малая высота, птица уходит вроде вниз, я мог дернуть. Даже не успел толком дернуть на себя, как она уже пошла ко мне, потому что она тоже вниз хотела. А самолет? Ударила. Ничего, нормально. Нормально попал сели? Двигатель, двигатель вышел из строя, но не было пожара, не было. Кстати, такая версия с птицами была... Тоже могла быть, да, у Гагарина. Потому что весна, могли уже летать. Но если бы это были птицы, об этом бы комиссия узнала? Увидела бы, да. Следы есть, да. Следы остаются. Я тоже попадал, когда в птицу, допустим, там воробей, но стая их была, и они меня атаковали по самолету. Так мы даже определили, что это воробей, потому что, пробивая фюзеляж и крыло, остались лапки, остались крылышки и вот эта кровь. И по ним орнитологи наши, метеорологи, и которые специалисты занимаются безопасностью полета, сразу определили. Это воробьиные, и именно воробей был. Владимир Александрович, огромное вам спасибо за разговор. Мне кажется, предельно вы подробно рассказали и описали ситуацию, даже практически показали нам, как это могло бы быть. У меня лично не осталось вопросов, но
если вопросы остались у зрителей, я все-таки хочу для них сейчас сказать, что останки гагариновской спарки, гагариновского самолета, на котором произошла авиакатастрофа, они не были ликвидированы, они были переданы на хранение в 13-й ГНИ в подмосковных Люберцах. Ныне это научно-исследовательский центр ВВС Минобороны России. И для чего хранят? Просто вы мне рассказывали, я скажу зрителям. Могу подтвердить, что это хранятся чтобы, надолго. Если когда мир меняется, меняется наука, будут какие-то новые возможности для исследований, военные исследователи, экспертиза воспользуются этим. И, может быть, это даст какой-то новый взгляд на эти события, и мы узнаем чуть больше. Вам огромное спасибо, что пришли, за этот неслучайный разговор. Да, очень трудный разговор, к сожалению. Спасибо.